Дорогие друзья, приглашаю вас связать очень простой и интересный проект. Пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров в 50 граммах, крючок 1,4. Под видео я вам дам ссылочки на большое количество моих авторских разработок. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашего шнура с первого сегмента. И я начинаю выполнение с одной воздушной. Далее я выполняю еще 4 воздушные петли, то есть всего у меня получается 5. Раз, два, три, 4. И теперь в эту первую петелечку я буду провязывать. Смотрите, 2 накида на крючок, ввожу крючок в самую первую петлю, да, и провязываю незавершенный столбик с 2 накидами. Далее 2 накида на крючок, ввожу крючок и провязываю незавершенный столбик с 2 накидами, точно такой же. Далее 3 накида на крючок, ввожу крючок и провязываю незавершенный столбик теперь с 3 накидами. Выполнили. И теперь у нас с вами общая вершинка. Вот такая основа для нашего сегмента готова. Далее что мы делаем? Я выполняю 2 воздушные и показываю направление моего вязания. Вязать я буду по спирали и начну вот с этого столбика. Мы выполняем навязки. Я выполняю над этим столбиком, потом над этим, перехожу сюда, и уже дальше у меня будет следующий сегментик. Теперь приступим. Я беру поудобнее и, как мы с вами решили, начинаю вот с этого столбика. Ввожу крючок и под ту арочку, которая образовалась, да, я выполняю столбик без накида с пико из 3 воздушных. Раз, два, 3. Ввожу крючок в вершинку, вот таким образом, видите, за 2 нити захватываю и выполняю соединительную. Всего таких столбиков мы должны выполнить 6. Первый готов и продолжаем. Второй, раз, два, 3 и провязываем. Далее третий, раз, два, 3 и пико готово. Четвертый, раз, два, 3 и пико готово. Пятый, раз, два, 3 и пико готово. И шестой столбик, и не забываем выполнять пико. Выполнили. Далее я перехожу на противоположную сторону и буду провязывать такие же точно столбики с пико уже под мой второй столбик, ну или вторую арочку, да, противоположную. То же самое делаем и считаем. Первый столбик, раз, два, 3 и закрепили. Не закрепили, а выполнили соединительную, так будет правильно. Второй столбик, раз, два, 3. Третий, раз, два, 3. Четвертый, пятый, раз, два, 3 и шестой под нашу арочку. Раз, два, 3. Выполнили. Далее, смотрите, прежде чем закончить,
выполнения наших столбиков с пико я ввожу крючок под арку из 2 воздушных и выполняю еще один столбик без накида с пико из 3 воздушных. Вот таким образом. И только затем перехожу уже на мою следующую арочку или вот столбик, да, в этом случае будет столбик. Я пока останавливаюсь. И всегда, когда вы вот завершаете выполнение, обязательно себя проверяете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 подарочку. Мы выполнили все верно. Вот такая красота у нас получилась. Видите, да? Нам остается провязать с одной и другой стороны. И мы продолжим с вами. И мы продолжаем работу и будем теперь под нашу арочку, которая у нас, да, образовалась из столбика с 3 накидами, будем вязать столбики с накидом, с пико. Всего у нас должно с одной стороны получиться 8 столбиков. Все очень просто, просто внимательно вяжем и считаем. Первый столбик и пико из 3 воздушных. Второй столбик и пико из 3 воздушных. Точно так же, да, мы с вами делаем пико из 3 воздушных, вводим крючок также в вершинку, да, вот видите, за 2 нити я захватываю соединительная. Это мы с вами выполнили 2 столбика. Напоминаю, всего их должно быть 8. Третий, 1, 2, 3. Четвертый, 1, 2, 3. Пятый, 1, 2, 3. Шестой, 1, 2, 3. Седьмой, 1, 2, 3. И 8, последний под эту арочку. 1, 2, 3. Не забываем провязывать пико. Выполнили. Видите, да, эта сторона у нас с вами готова. Вот если я поправлю, видите, вот такая красота у нас получается. И теперь я перехожу на противоположную сторону. Очень внимательно под эту арочку я буду провязывать 7 столбиков с накидом и пико. И считаем. 1, и пико. 2 и пико. Далее еще нам осталось связать 5 штучек. Всего, напоминаю, должно под эту арочку быть 7 столбиков с одним накидом и пико. Мы продолжаем. Третий столбик и 3 воздушные. Четвертый и 3 воздушные. Пятый и 3 воздушные. Ну и соответственно пико, да. Шестой, 3 воздушные и пико.
И последний, седьмой. Седьмой столбик с одним накидом. Напоминаю. Мы выполнили 7 столбиков с накидом с пико. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Выполнили. Далее очень внимательно. Я выполняю столбик с 2 накидами и пико. 2. Видите, 2 накида, да, провязали. 3 воздушные и пико. И теперь очень внимательно я выполняю столбик с 3 накидами без пико. 3 накида и просто провязываю столбик с 3 накидами под эту же арочку. Мы все вяжем под одну эту арочку. Наш с вами сегмент готов. Смотрим, что у нас получилось. Видите, вот такая красота у нас получилась. Аккуратненько, нежно, красиво. Можно вот загнуть вот таким образом, можно просто оставить. Объемно. Вот я покажу, видите, объем. И вот такой красивый у нас сегмент с вами получился. Сразу скажу, что сегмент можно использовать как сережку, да, то есть давайте вот я, смотрите, постараюсь протянуть ниточку, и вы посмотрите, как будет красиво смотреться этот сегментик в качестве сережки. Вот видите, просто потрясающе. Подшиваете, и ваша сережечка готова. Можно даже, смотрите, взять и центр украсить бусинкой. Вот так, видите, очень красиво, необычно, интересно получается. Также можно сделать подвеску, можно сделать буквально все, что захотите. Я специально не стала ввязывать бусинку, вы уже будете сами решать, нужно ее подшить или нет. И теперь нам нужно продолжить нашу работу и выполнить основу для следующего сегмента шнура. И мы с вами будем выполнять все то же самое, что выполняли в нашем первом сегменте. Что мы делаем? Мы выполняем одну воздушную и далее еще 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. 2 накида на крючок. Я ввожу крючок в самую первую воздушную и выполняю незавершенный столбик с 2 накидами. Далее еще один незавершенный столбик с 2 накидами и незавершенный столбик с 3 накидами. Мы все это с вами выполняли, я просто повторяюсь. И далее общая вершинка. Все, наша основа для второго сегмента готова. Что мы делаем? 2 воздушные и начинаем выполнять навязку на нашей основе. Мы с вами выполнили наш вот такой красивый, нежный и ажурный шнур на необходимую нам длину, и я покажу, как завершить наш проект. После того, как мы выполнили с вами столбик с 3 накидами, я выполняю воздушную и ниточку обрезаю. Все очень просто. Смотрите, длина нити может быть разной. Если вы хотите подшить застежечку, можно подшить буквально любую застежку, которую вы приобретете, то ниточку можно оставить побольше и этой нитью подшить. Вот такая красота у нас получается. Изнаночка.
Смотрите, я украсила центр бусинкой. Я не подшивала, просто положила бусинки. Вы можете подшить, можете оставить ваш проект без бусинок. Смотрите, можно вот соединить. У нас такой получится красивый, интересный, декоративный цветочек. Можно его на 5 как бы лепестков, да, сделать. Можно добавить еще один сегмент на 6 лепестков сделать. Очень необычно и красиво смотрится. И давайте я уберу бусинки. Вот видите. Здесь все зависит от вас. Можете просто где-то в центре, да, если вы делаете украшение, только одну бусинку подшить. Экспериментируйте. Я всегда говорю, что вязание — это процесс творческий. Хочу обратить ваше внимание, что у меня на канале большое количество различных проектов. Ссылочку я даю под видео. Это и шнуры, которые вы можете использовать для декора. Вот смотрите, да, то есть обязательно пишите в комментариях, где вы планируете или хотите использовать такой шнур. Да, вот смотрите, для декора. Можно, конечно же, как украшение использовать. Опять же, под видео я дам ссылочку на большое количество украшений. С бисером, без бисера, с бусинками, без бусинок. У меня огромное количество авторских разработок. Присоединяйтесь. Вот такая красота у нас с вами. Очень просто, видите, буквально, ну я не знаю, несколько минут за один вечер вы сделаете красоту такую. До новых встреч. И не забывайте ставить лайки и подписываться, кто еще не подписался.